Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 16 января. Сегодня у нас с вами вторник. Обращаем ваше внимание, что сегодня день изобилия, день благополучия. И вы знаете, сегодня достаточно сильный по своей энергетике день и в то же время редкий день. Поэтому сегодня обязательно встаньте перед окном и скажите одну фразу для того, чтобы привлечь в свою жизнь и открыться потоку изобилия, достатка и благополучия. Давайте далее, друзья, все более подробно. Итак, сегодня 16 января. Обращаем ваше внимание, сегодня 5-е и 6-е лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Овен. Что же, друзья, нам ожидать от этого дня? Вы знаете, сегодняшний день будет достаточно насыщенным и энергетически сильным. Поэтому сегодня в вашей жизни вам стоит ожидать важные изменения. И в том числе могут быть сегодня появляться определенные препятствия, которые вы сможете легко преодолеть. Дело в том, что этот день нам несет такие вот интересные перемены и в то же время новые возможности. При этом у многих людей, они сегодня будут понимать, что к ним пришла мудрость, появилась интуиция. Поэтому, если вы это чувствуете сегодня, ни в коем случае от этого не отказывайтесь. Кроме того, сегодня Вселенная некоторым людям будет давать вызовы, какие-то, знаете, как давать подарки в виде опасностей, которые вы должны учесть. Поэтому важно быть сегодня осторожными с ваших действий и старайтесь принимать любые решения с хладнокровием и разумом. Кроме того, сегодня возможны конфликты какие-то, которые будут при этом возникать во время этого дня. Поэтому будьте готовы к неожиданностям, чтобы легко справиться с ними. Кроме того, ввиду того, что Луна на нас достаточно сильно влияет, сегодня может появиться чувствительность, а это уже может привести вас к эмоциональной нестабильности. Поэтому на протяжении дня соблюдайте эмоциональный баланс и избегайте риска быть где-то слишком активными в отношении внешних каких-то событий. Ваша задача сначала смотреть со стороны сегодня, анализировать. Если не хватает информации, узнавайте, интересуйтесь, познавайте, только после этого идите, как говорится, к активным действиям. Кроме того, сегодня есть возможность для личного роста, поэтому сегодня обязательно будьте открыты новым идеям, новым дорогам, которые могут открыться перед вами. В то же время принимайте вызовы, которые может вам дать судьба, но именно благодаря этим вызовам вы сможете достигнуть ваших целей. Обязательно прислушивайтесь сегодня к своей интуиции и слушайте свой обязательно внутренний голос. Также обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами растущая луна в знаке зодиака Овен. И вы знаете, вот такое вот расположение небесных тел на небосводе обещает нам интересный и энергичный день, полный возможностей для развития и прогресса. Кроме того, как вы понимаете, растущая луна, она символизирует у нас увеличение энергии, увеличивается рост и движение вперед. Поэтому сегодня прекрасный день для начала новых проектов. Задумывайтесь о целях и обязательно старайтесь воплощать все свои идеи в реальность. Кроме того, у людей сейчас появляется энтузиазм, мотивация, даются нам силы для достижения поставленных целей, поэтому ни в коем случае этого не игнорируйте. Кроме того, и сам знак зодиака Овена, вы знаете, это огненный знак зодиака, он создает особую энергетику. Кроме того, Овен у нас первый знак зодиака,
который характеризуется динамикой, смелостью, инициативой. И, конечно же, этот знак, он такой горячий, он подобен огню и передает нам энергию и решительность. Поэтому сегодня, 16 января, это благоприятный день для начала активных действий. При этом вы можете это действие осуществлять во всех сферах своей жизни. Делайте прорыв и, кстати, если у вас есть какие-то вредные привычки, старайтесь сегодня в этот день их изменить. Кроме того, старайтесь сегодня выделиться, потому что именно знак зодиака Овен, он дает нам, знаете, такой вот шанс проявить свою индивидуальность и выделиться среди других людей. Также сегодня можно открыто покорять новые горизонты и, кстати, старайтесь сегодня проявить свои лидерские качества. Даже если вы не лидер по жизни, подумайте, как вы можете вот сегодня в этот день начать потихоньку к этому двигаться. Кроме того, знак зодиака Овен стимулирует и нашу физическую активность, поэтому, возможно, для вас 16 января станет подходящим днем для начала тренировок и практики. Не забывайте заботиться и о своем физическом здоровье, об оздоровительных процедурах и правильном питании именно в этот день. В то же время знак зодиака Овен может быть немножечко импульсивным, нетерпеливым, поэтому вы можете сталкиваться с какими-то моментами сегодня, когда нужно будет сохранять спокойствие и сдерживать свои эмоции. Главное, ни при каких сегодня обстоятельствах не теряйте контроль над ситуацией, помните о важности дипломатии, а также об общении с другими людьми, именно об правильном общении, без повышенных тонов, без крика, шума и так далее. Кроме того, растущая луна дает нам интуицию и способность видеть все вокруг с большей ясностью. Поэтому используйте эту энергию для того, чтобы понять, что для вас важно в этой жизни, какие вам планы, возможно, еще нужно дописать, возможно, что-то проанализировать. Также старайтесь сегодня быть в гармонии с самим собой и используйте это время для духовного роста и саморазвития. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня нужно проявлять себя, раскрывать свой потенциал и стараться открыть новые возможности для прогресса. И очень важно, чтобы вы сделали сами этот день особенным. Вы знаете, вы это можете сделать, все в ваших руках. И, девочки и мальчики, очень важно, чтобы каждый сейчас прописал следующие слова в комментарии к этому видео. И звучат они следующим образом. Сегодня я продолжаю привлекать деньги и богатство в свою жизнь. Я верю в себя и в свою способность обеспечить себя и свою семью. Я являюсь источником моего финансового роста и процветания. Девочки и мальчики, эти слова еще будут и в описании, поэтому постарайтесь эти слова прописать в комментарии. Для чего? А для того, чтобы активировать именно эти слова на энергетическом плане. Что же касательно здоровья, то сегодня, вы знаете, сегодня благоприятный день для поддержания физического и эмоционального благополучия. Дело в том, что сегодня возрастает энергия, возрастают жизненные силы. Кроме того, помним о том, что у нас знак зодиака Овен это активирует нашу огненную энергию, которая способствует усилению физической активности и поддержанию общего тонуса организма. Поэтому, если вы стремитесь к улучшению своего здоровья, к его укреплению, рекомендуем сегодня обратить на физические упражнения, на спортивные занятия. Это может быть и тренировка в спортзале, это может быть и обычные прогулки на свежем воздухе. Здесь вы должны просто взять себя в руки и начать двигаться к своей цели. Также сегодняшний день очень хорошо составить план для новой какой-то, возможно, диеты и вашего питания. Кроме того, старайтесь сегодня в питании выбирать легкие питательные блюда, богатые витаминами и минералами. Уделите сегодня рационы, который должен быть все-таки сбалансированным и включать в себя разнообразные продукты, которые обеспечат организм необходимыми питательными веществами.
Также в этот день обратите внимание на психическое свое и эмоциональное состояние. Дело в том, что Овен, как знак зодиака, связан с энергией и страстью, поэтому важно обращать на собственные эмоции и внутреннее состояние. Поэтому для достижения гармонии и психологического благополучия сегодня обязательно проводите практики, направленные на укрепление внутренней силы и для баланса энергетических процессов в вашем организме. Что же касательно денег, то обращаем ваше внимание, сегодняшний день – это день с возможностями для финансового роста и процветания. Как вы знаете, что Луна у нас находится в стадии роста, в знаке зодиака Овен, а значит, этот день призывает нас к действию и к энергичности. Поэтому сегодня планета создает благоприятные условия для начинаний, тем самым стимулируя нас к принятию решительных шагов в финансовой сфере. Проявляйте сегодня инициативу, проявляйте уверенность, верьте в то, что в вашей жизни обязательно это все получится, и это обязательно приведет к росту доходов и масштабированию финансовых возможностей. Но есть один момент. Сегодня вам нужно научиться контролировать свои расходы. Дело в том, что ввиду того, что Луна растет, то люди начинают иногда достаточно бездумно тратить свои деньги. Поэтому все-таки задумайтесь о том, чтобы правильно их тратить. Подумайте о том, нужно ли вам в данный момент покупать или обновлять что-то в своей жизни. Давайте посмотрим, что же нам говорят карты Таро на 16 января. Итак, вы знаете, на 16 января выпали достаточно интересные карты. Так, первая карта, это у нас с вами выпала колесница. Эта карта является символом перемещения, прогресса. Она нам указывает на то, что в этот день вступят какие-то изменения в нашей судьбе, и нам предстоит принять самую активную роль в этом процессе. Если мы говорим о теме путешествий, о вашем передвижении, перемещении, то это будет иметь большое значение, а также предвещает, что вы будете чувствовать себя энергично и готовым принять любые вызовы. Вторая карта этого дня – это карта повешенной. Эта карта говорит нам о необходимости изменить свой взгляд на ситуацию и подвергнуть свою точку зрения переосмыслению. Возможно, вам понадобится некоторое время сегодня для того, чтобы переосмыслить ситуацию или проблему, в которой вы столкнетесь в этот день. И очень важно, чтобы вы не боялись выйти за рамки вашей обычной комфортной зоны и посмотрели на вещи с другой стороны. Следующая карта этого дня – это карта башня. Эта карта символизирует крушение и разрушение существующих структур. Возможно, вы будете сталкиваться с какими-то неожиданными изменениями или проблемами, которые потребуют немедленной реакции. Но будьте готовы адаптироваться и приспосабливаться к этим изменениям. Ключевым фактором здесь будет ваше умение вырасти из предыдущих неудач и использовать их как опыт для дальнейших достижений. И давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день 16 января. Итак, друзья, 16 января – это день, когда мирская энергия пронизывается особым сиянием и возможностями для личного роста. И Архангел говорит о том, что нам с вами, что мы должны быть созерцателями и строителями своей собственной реальности. И дело в том, что в суете в повседневной жизни мы часто забываем, насколько важно сохранять внутренний мир и гармонию. Поэтому ваше внимание должно быть сегодня обращено к себе, и забота о себе – это ключ к истинному счастью. И сегодня самое главное – это научиться слушать себя. Когда вы находитесь в тишине, в спокойствии, вы обязательно услышите собственные мысли и чувства. Обязательно обратите внимание на то, что вам действительно важно на данном этапе вашей жизни, чему вы стремитесь и что действительно приносит вам радость. Архангел Михаил говорит нам и о том, что вы созданы для большего, чем просто проживание скучных и обыденных дней.
Помните о том, когда вы слышите свой внутренний голос, вы готовы к переменам. Иногда сложно решиться и отказаться от привычного и принять новое, но именно в этих переменах и кроются самые удивительные возможности. Поэтому следуйте зову сердца и верьте в то, что у вас есть сила и мудрость для осуществления ваших мечтаний и желаний. Друзья, мы оставим молитву от Архангела Михаила в описании к этому видео. Обязательно на протяжении дня хотя бы один раз прочитайте. Ну и ввиду того, что мы в начале видео сказали, что сегодня нужно провести одну уникальную практику, что нам нужно сделать? Вам в любое время нужно встать перед окном. При этом вы это можете практику сделать и на работе, и дома, чтобы приумножить в те блага, мыслимые и немыслимые, которые для вас важны на данном этапе. И скажите следующие слова. Свою энергию с денежной энергией переплетаю. Деньги на каждом шагу обретаю, а имеющиеся приумножаю. Сказали эти слова, посмотрели вдаль, и после этого идите, занимайтесь своими делами. И вы знаете, таким образом вы сможете правильно транслировать то, что вы хотите, то, что вы желаете. Девочки и мальчики, ставьте лайк этому видео. Те, кто спрашивал, как можно нас поблагодарить, девочки и мальчики, вспомним с помощью донатов. Ссылка на донат в описании к этому видео, и мы будем вам очень благодарны. Также благодарим всех тех, кто нам постоянно оказывает услугу, кто нам благодарит нас. Вы знаете, даже пару копеек, и это приятно. Это говорит о том, что вы делитесь со Вселенной, и Вселенная также будет делиться с вами в том же объеме, в котором вы и делитесь. Поэтому помните о том, что в мире всегда баланс. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.